Друзья, всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на свою мини-циркулярную пилу, которая меня выручает уже в районе 5 лет. Безотказно, работает отлично. Я на ней распускаю доски на бруски, то есть горбыль, необрезную доску режу, дрова пилю. В общем, по мелочевке она меня выручает. Я решил покрасить ее, ну и заодно снять обзор. Сейчас я вам покажу, как она устроена. Повторить ее сможет абсолютно каждый, и никакой сложности в изготовлении не возникнет. Все очень просто. Не смотрите на вот этот уродливый каркас. Я его лепил, тогда первый раз держал в руках сварку. Вот. Но как бы в принципе, как вы видите, все нормально, ничего не отвалилось, ничего не сломалось. Делал, конечно, из кусков железа лепил, как бы сам каркас из профильной трубы. Так, сейчас я переверну и покажу само строение двигателя. Обычный двигатель, к сожалению, на нем маркировка стерта. Я думаю, примерно 550 ватт, либо 800 ватт. Ну, что-то такое, до 1 киловатта. И плюс я его запускаю от конденсатора. Вот конденсатор стоит на 40 микрофарад. Этой мощности вполне достаточно, чтобы распускать доски до 50 миллиметров толщиной. Что я сделал? Я купил такой большой диск, самый огромный диск, который был в магазине. Тогда он стоил 700 рублей. И заказал переходник у токаря на вал двигателя. Тоже отдал за него рублей 200. Все. Ну и сам двигатель прикрутил сюда. Все элементарно просто. На многих циркулярках идет через ремень и через вал с подшипниками. Ну, как бы все это дорогостоящее, то есть вал надо где-то искать, либо самому что-то придумывать. А здесь все напрямую поставил, вылета диска вполне для меня хватает. Также для удобства купил вот такие вот колесики от тележек. Они стоят в районе 250 рублей. И удобно перекатывать ее. Вылет диска сейчас я точно замерю и вам скажу. 78 миллиметров получается вылет диска. Также я сделал вот такой вот интересный параллельный упор. Как он работает? Здесь получается болт, вот эта вот часть, она просверлена. Здесь 2 гвоздя приварил. Одеваем его. И когда вот этот болт выкручиваем, естественно, вот эта планка отходит и прижимается. Все элементарно просто. Все, прижали, никуда она не денется. Все держится мертво. Все без проблем двигается. В качестве линейки я использую вот такие вот риски, нанесенные болгаркой по 1 сантиметру. Ну, то есть по 10 миллиметров. Но если более точно, можно что-то распилить. Я беру угольник. Естественно, по нему вымеряю ширину распила. Многие скажут, а как же безопасность, может диск снизу вылететь, открутиться, там отпилить что-нибудь. Я скажу так, что я сделал. Кожух специально сделал из кусков жести, у меня валялись. Как вы можете видеть, вот болт приваренный, и вот здесь один болт и второй болт приваренный. А вот он сам кожух. Ну, тоже слепил как попало. Но 5 лет прошло, стоит в сыром сарае, круглый год, и снег попадает там, и все нормально работает. Все, кожух крепится. Многие скажут, да тут стол у тебя очень маленький, и получается не хватит больших доски. Все нормально, все пилится без проблем. Сейчас я все покрашу и продемонстрирую, как работает эта циркулярная пила. Так, для начала пробуем распустить брусок 50-ку. Вот он у меня коротенький есть, сейчас я его распущу и посмотрим результат. А затем уже 2 доски по 4 метра длиной и толщиной 25 миллиметров. А сейчас 50-ку брусочек попробуем.
Сейчас попробуем распилить вот такой вот брус толщиной. Сейчас замерю, сколько он. Практически где-то 10,5 сантиметров. Хоть диск у меня и на 75, но попробуем прогнать хотя бы одну сторону. Потянет или не потянет, интересно. Как вы можете наблюдать, без проблем прошел вообще. Так что, друзья, вот такая вот циркулярка. Тянет нормально, не надо не придумывать никакие там валы и все прочее. Этот двигатель трехфазный, но работает от 220. И вполне справляется с поставленными задачами. Что еще хочу сказать? Ни в коем случае не работайте в перчатках. По технике безопасности это может спасти вам руку. Не повторяйте за мной. Друзья, напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях к этому видео о моей циркулярке. Мне очень будет интересно их почитать. Кому понравилось видео, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выхода следующего интересного ролика о самоделках. Ну, от себя хочу пожелать удачи, успехов. Пока-пока.